Мост почти построили, опоры стояли на месте. Металлические пролеты начали соединять над рекой, но в расчетной точке конструкции не сошлись. Ошибка составляла всего 20 сантиметров. Для обычного человека такое расстояние может показаться небольшим, но для моста оно означало нарушение проектной геометрии, неправильное распределение нагрузки и угрозу безопасности. Исправить проблему без серьезной переделки уже не получилось. Часть конструкции пришлось демонтировать, а строительство начинать заново. Одна ошибка стоила месяцев работы и огромных денег. Чтобы такого не происходило, на стройке работает человек с прибором на штативе. Он определяет координаты с высокой точностью, переносит проект на местность и проверяет каждый важный элемент. Как вы могли уже догадаться, этот человек – геодезист. Кто такой геодезист? Если объяснять просто, геодезист связывает чертеж с реальной местностью. В проекте все выглядит понятно. Вот здание, вот дорога, вот опора моста, вот трубопровод. Но на строительной площадке этих линий нет. Там находится земля, техника, бетон, металлические конструкции и десятки рабочих. Кто-то точно должен показать, где строить. Геодезист определяет координаты объектов, расстояние между точками, углы, высоты, уклоны, положение конструкции относительно проекта. Он показывает, где должна стоять колонна, на какой высоте заливать перекрытие и под каким углом прокладывать трубу. Без него строителям бы пришлось ориентироваться по приблизительным размерам, а на серьезном объекте приблизительной точности недостаточно. Работа начинается до строительства. Представим пустой участок, на котором собираются построить жилой комплекс. До появления экскаваторов геодезист проводит топографическую съемку. Он фиксирует все, что уже находится на местности. Перепады высот, дороги, здания, деревья, заборы, колодцы, линии электропередач. После измерений создается топографический план. Это подробная карта местности с координатами и высотами. По ней проектировщики решают, где разместить здания, дороги, парковки, водопровод и канализацию. Например, на чертеже участок может оказаться почти ровным, но в реальности между его краями может быть значительный перепад высот. Если его не учесть, возникнут проблемы с фундаментом, дорогами и отводом воды, поэтому ошибка геодезиста на первом этапе может перейти сразу во весь проект. Какими приборами работает геодезист? Самый узнаваемый прибор называется тахеометр. Он устанавливается на штатив и внешне напоминает камеру или небольшой телескоп. Тахеометр измеряет горизонтальные и вертикальные углы, а также расстояние до выбранной точки. Геодезист наводит прибор на специальный отражатель или прямо на поверхность конструкции. После измерения оборудование вычисляет координаты точки. Для определения высот используют нивелир. С его помощью можно проверить, ровно ли залит фундамент, совпадают ли отметки перекрытия, правильно ли выполнен уклон дороги, на нужной ли глубине находится трубопровод. Также применяются спутниковые ГНСС-приемники. Они принимают сигнал спутников и используют специальные поправки. Телефон тоже умеет определять координаты, но его погрешность может составлять несколько метров. Профессиональный геодезический приемник при правильных условиях работает значительно точнее, но спутниковое оборудование подходит не всегда. Высокие здания могут закрывать и отражать сигнал. Внутри помещений спутники почти недоступны, поэтому геодезист выбирает прибор под конкретную задачу. Как проект переносит на строительную площадку. Когда проект готов, начинается разбивка. На чертеже указаны координаты будущего объекта. Теперь их нужно перенести на местность. Геодезист устанавливает прибор над точкой с известными координатами и ориентирует его. После этого он отмечает нужное положение на площадке. На земле появляются колышки, гвозди, риски, метки краской, специальные геодезические знаки. Они показывают оси здания, границы фундамента, положение стен, колонн и инженерных сетей. Строители работают по этим отметкам. Например, опора моста должна находиться не просто рядом с берегом, а она должна стоять в конкретной точке, на определенной высоте и под заданным углом. Если одна опора сместится, пролет может не совпасть со следующей частью конструкции. Именно так несколько сантиметров превращаются в серьезную проблему. Геодезический контроль. После разбивки геодезист не покидает объект. Он сопровождает строительство на всех важных этапах. Геодезист проверяет фундамент, колонны, стены, перекрытия, опоры, лифтовые шахты, фасад, дороги и трубопроводы. Представим высокое здание. Если колонна на первом этаже немного отклонена от проектного положения, следующие конструкции могут повторить эту ошибку.
Чем выше становится здание, тем сложнее ее исправить. Поэтому геодезист проверяет положение элементов сразу после монтажа. Его задача – заметить проблему до того, как поверх нее построят следующий этаж. Пока бетон не застыл, пока траншея не засыпана, пока конструкцию еще можно передвинуть или исправить. Контроль высот и уклонов. Координаты – только часть работы. Геодезист также контролирует высоту объектов. Например, канализационная труба должна иметь определенный уклон. Если она проложена почти горизонтально, стоки будут двигаться слишком медленно. Если уклон сделан неправильно, система может засоряться или работать нестабильно. До засыпки траншеи геодезист измеряет начало и конец трубы, затем сравнивает фактические высоты с проектом. Такая же проверка проводится при строительстве дорог. Если поверхность имеет неправильный уклон, после дождя на ней будут скапливаться лужи. Небольшая ошибка в высоте может повлиять на работу целой инженерной системы. Исполнительная съемка. После завершения строительного этапа геодезист проводит исполнительную съемку. Он измеряет уже построенную конструкцию и сравнивает ее с проектом. Исполнительная схема показывает, как получилось в реальности. На ней фиксируются отклонения по координатам и высоте. Например, колонна должна находиться в одной точке, но фактически смещена на несколько миллиметров. Геодезист отмечает это отклонение и передает инженерам. Не каждое расхождение означает, что конструкцию нужно сносить. Для разных объектов существуют допустимые отклонения, но решение принимается только после точного измерения. Задача геодезиста – представить реальные данные, а не оценивать положение конструкции на глаз. Цена ошибки. Ошибиться может не только строитель. Геодезист тоже несет большую ответственность. Он может неправильно установить прибор, перепутать исходную точку, указать неверную высоту, использовать другую систему координат или ошибиться при вводе данных. Одна неверная цифра способна сместить фундамент, колонну или опору моста, поэтому важные измерения выполняют повторно. Результаты сравнивают с контрольными точками, а оборудование регулярно проверяют. Высокая точность необходима при строительстве тоннелей. Работы могут одновременно идти с двух сторон, и спустя месяцы две части тоннеля должны встретиться в одном месте. Если измерения выполнены неправильно, под землей могут появиться два тоннеля, которые не совпадут друг с другом. Как проходит рабочий день? Работа геодезиста делится на две части. Первая – работа на местности. Нужно приехать на объект, установить оборудование, выполнить измерения и перемещаться по строительной площадке. Работать приходится в жару, холод, дождь, снег и грязь. Иногда измерения проводятся ночью, когда движение машин остановлено и площадка свободна. Вторая часть – работа за компьютером. Полученные данные нужно обработать, сравнить с проектом и оформить в виде планов, схем и отчетов. Поэтому геодезист должен разбираться в математике, в чертежах, в строительстве, в координатах, в специальном программном обеспечении. Он не просто смотрит на прибор, он анализирует данные и отвечает за точное положение объектов в пространстве. Геодезист редко замечает после окончания строительства. Когда мы заходим в дом, едем по мосту или спускаемся в метро, мы не думаем о координатах и высотах. Но до начала строительства кто-то должен был определить положение каждой опоры, стены и колонны, а затем проверить, что строители действительно попали в проектные точки. Поэтому геодезист одним из первых появляется на строительной площадке и одним из последних заканчивает работу. Это канал «Как устроен на самом деле». Здесь мы разбираем простыми словами технологии, механизмы и профессии, которые заставляют привычный мир двигаться. Подписывайся, чтобы не пропустить следующий выпуск.